Привет, мои дорогие любимые зрители! Я вновь вас приветствую в Индонезии, где я пытаюсь найти место, где применить свои способности, навыки, в общем, что-нибудь сделать руками. И в предыдущем видео у меня получилось таки выйти на работу в мастерскую. Но немного все пошло не по плану, и мы отправились на рыбалку. По идее, я должен был вернуться туда, но там very busy, next week, next day, maybe tomorrow и так далее. В общем, здесь с ними вообще очень тяжело договариваться о чем-либо, но я по этому поводу не расстраиваюсь, потому что я нашел новую мастерскую. И я вам сейчас покажу, о чем речь. Кстати, вы ее видели. Все. Тринь-динь-динь-динь. Эту мастерскую, все верно. Это мастерская, в которой стояла реплика ламбы, еще такая машина вся раскрывушка-открывушка. Собственно, все это время я переписывался с ее администратором, классный парень, рассказал мне много всего за местную движуху по тачкам. И, собственно, в какой-то определенный момент нашего общения я задал ему логичный вопрос. А ты не хочешь, если я приеду и поработаю у тебя один день, сделаю что-нибудь из металла, сварю, приварю и так далее? И ответ был очевиден. Конечно, приезжай. И именно поэтому у меня сегодня один рабочий день в Devi 3 Auto Project. И буду работать я над этой малыхой. Кто не увидел знакомые черты в этом автомобиле, это Toyota Corona в 130-м кузове. И буду работать я вот над этим элементом. Панель демонтированная, если ее так можно назвать, да, декоративный элемент. Вообще, конечно, очень интересно, как это будет тачка выглядеть в конце. И какое-то что-то, смесь какой-то Японии с Америкой. Собственно, сейчас я почему-то думал, что они оставляют родную панель и как бы эту штуку наваривают поверх. Но нет, они делают все достаточно грамотно. Нужно будет сейчас срезать внутреннюю часть, и мы будем уже приваривать, ну, практически стык в стык. По аналогии с той стороной, они мне там показали, я посмотрел, ну, там практически стык в стык идет. В общем, сейчас срезаю лишний металл и будем подготавливать все к сварке. Обратил внимание на то, что у них посадочные отверстия на кругах меньше, чем у нас. И, кстати, касаемо самих кругов, вот это вот коралловый точно такой же, как у нас. Отрезные, обрезные, зачистные, лепестковые. В магазине я был, стоят в среднем от 30 до 70 рублей, в зависимости от производителя. Но вот эта вот прикольная штука, видите, прям вот даже гаечки маленькие. Вот такая маленькая особенность интересная. У кого-то сегодня будут черные козюльки. Кто в теме, тот поймет.
Все, закончил, все обрезал, все зачистил. Не знаю, сейчас спрошу, какую они подготовку делают. Ну, по сути, нужно эпоксидником, да, все это закрыть, чтобы поставить деталь, ее приварить, и потом все было окей. Спрошу, как это происходит у них. Пока у нас небольшой перекур, я решил показать вам покрасочную камеру и качество их покраски. В целом все достаточно неплохо. Есть, конечно, шагрень, есть и мусор. Если честно, я не видел в действии эту камеру и работает ли здесь вытяжка, как должна работать. Но в целом, как и, впрочем, во многих местах в России, потом все полируется и результат достойный. Я им говорю, эту часть, мы ее сейчас приварим, вот этот вот элемент, и вы до нее потом ничем не достанете. Они мне говорят, ну мы ее потом всю сварим и, ну, типа отпесочим, почистим и целиком потом зальем эпоксидным грунтом. Я им объясняю, что вы туда же не достанете. Они такие, it's okay, типа нормально. Спрашивают, а ты что, типа так делаешь? Я объясняю, что да, в России как бы вот такие закрытые места, ну, по крайней мере, я делаю, покрываю эпоксидником и так далее. Они такие, ну, да нет, мы здесь как бы не паримся, просто завариваем, потом заливаем все как следует эпоксидником всякими, не знаю, мобили у них, наверное, тут даже и нет. Хотя тачки у них гниют прилично. Ну, что, делаем, как они делают. Все, я подготовил деталь к сварке, дополнительно еще подсверлил отверстие. И, внимание, сейчас будет сварка, которую я очень давно хотел попробовать. Это вот эта олдскульная ацетиленовая с присадочкой. Чем-то похожа она на аргон-дуговую, на тик сварку. Но газ попробуем. Но пока человек с ацетиленовой горелкой занят, мы с вами пойдем сейчас и покажу вам еще кое-какие тачки здесь появились с моего последнего посещения. Есть прям бомбочки. Временное включение с другой камеры, потому что, да, перегревается постоянно, и мне показывают, как, собственно, этот процесс происходит. О, искры брызгают. Ну, собственно, ничего такого сверхъестественного. Получается, но хочется посмотреть еще раз, как делает этот профессионал. Достаточно много я проварил. Касаемо верхней части, они сказали, что так как там разные металлы, то есть идет профиль 2-миллиметровый и миллиметровая сама сталь, нужно там использовать будет электродную сварку, электрическую. Они ее называют типа electric weld. Соответственно, это gas weld. Вот. Сейчас довариваем нижнюю часть и тогда верх обвариваем. И в принципе
на этом, наверное, моя работа практически будет закончена. Классный опыт, честно. Я вообще кайфую. Прикиньте, индонезиец меня научил ацетилена варить. Кто мог подумать. Лихо он это все делает. Конечно, он на опыте, представляете, люди варят этой сваркой, простите за тавтологию, наверное, с самого юношества. Кстати, в Африке есть чувак, я на него подписан в Нельзяграме, который в Африке восстановил, сам выстучил молоточком панели все из оцинкованного листа, и весь его сварил такой ацетиленовой горелкой. Мы с ним переписываемся, общаемся, очень круто. Он такой, конечно, колхозный, несовременный ремонт, но это круто. Пацаны, зацените масочку просто. Кедр, если вы смотрите, давайте сделаем магазин в интернете. This side, not good, this good. Я все ориентировался на ту сторону, думал, ой, там что-то вот как-то все-таки, может быть, здесь мне по-другому, а оказывается наоборот, у меня здесь все круто, а с другой стороны нет. Файбер, да? Нет, файбер глаз. Эпокси. Ну что? У меня получилось! Very good, но они еще не знакомы с перфекционизмом Ивана. Есть вот пару моментиков, которые я поправил. Хотя объективно я понимаю, что все это все равно будешь шпаклеваться, выводиться и нефиг заморачиваться. Но хочется, чтобы прям вот ровненько, гладенько было. Сейчас пару штрихов покажу. I am finished. Если честно, я нахожусь сейчас в приятном удивлении. Удивлении тому, что мне, абсолютно постороннему человеку с улицы, доверили сделать столь ответственный элемент в проекте. Это сопоставимо тому, что если бы я с улицы взял кого-то также и доверил ему приварить крыло на старый Мерин. Конечно же, я такого никогда не сделал. И, собственно, за это большое спасибо Davis 3 Auto Project, то, что доверились мне, то, что научили меня варить ацетиленом,
То, что дали возможность поварить кузов электродами, чего я вообще в своей жизни ни разу не делал. И, собственно, на этом моя работа здесь завершена, но не сегодняшнее видео, потому что сейчас мы с вами отправимся вглубь острова, чтобы завершить красиво это видео. И там я вам покажу автомобиль, который, по моему мнению, олицетворяет всю Индонезию. Этот автомобиль я уже показывал вам в предыдущем своем видео, и я просто не могу оставить вас без небольшого обзора этого прекрасного творения немецкого автопрома. Автомобиль, который для меня является олицетворением того места, где я нахожусь. Их здесь огромное количество, они разноцветные и добавляют необычайный колорит. Собственно, речь пойдет о Volkswagen 181. Моноприводный четырехдверный автомобиль с откидным верхом, который выпускался маркой Volkswagen с 1968 по 1983 год, известный как Курьер-Ваген в Западной Германии, Трекер в Великобритании, Пескаче в Италии, Сафари в Южной Америке, а в США как Фин, Volkswagen 181 изначально задумывался как небольшой военный автомобиль. Окей. Тип 181 использованы механические части, платформа с задним расположением двигателя, воздушное охлаждение, ручная трансмиссия и двигатель от Жука. Ну как в таком автомобиле и не улыбаться? Это просто один большой позитив. Сейчас не хватает только пышных густых волос, которые развивались бы на ветру. Оппозитный четырехцилиндровый двигатель объемом 1,5 литра выдает всего 46 лошадиных сил, что в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач позволяет разогнаться автомобилю до 115 км в час, а до 100 км в час автомобиль разгоняется за долгие 24 секунды. Машинка оказалась невероятной, такой же внутри и на ходу, как и снаружи. Это просто какой-то генератор невероятных классных эмоций, впечатлений, ощущений. Ты едешь как дурачок, все время улыбаешься. И, ребят, я честно, я не понимаю вообще, почему у нас в России до сих пор нет таких тачек. Кто занимается прокатом? Адлер, Сочи. Это же просто на разрыв тачка будет. Днище кузова позаимствовали у Карван Чиа, у которого кузов был длиннее, чем у Жука, а заднюю подвеску и трансмиссию взяли от Volkswagen Transporter. Все это сделало 181 поистине простым и надежным автомобилем. На этом все, мой мини-обзор для вас закончен. Кстати, это, можно сказать, первый обзор вообще за всю мою карьеру блогера. И очень надеюсь, что хотя бы вот столечко вы получили удовольствие от просмотра и от этой малышки, которая просто повторю, это генератор, какой-то генератор положительных эмоций. Офигенная тачка. Окей. Все верно. Мы находимся с вами на том же месте, с которого все и началось. А это значит, что пришло время прощаться с Индонезией.
Для меня это был невероятный, интереснейший опыт. И я наконец-то воплотил в жизнь свою мечту. Я очень давно хотел побывать в другой стране, что-то поделать с местными ребятами и снять и показать это вам. Вы знаете, говорят, что этот остров исполняет желания. И я хочу их загадать, но загадать их для вас. Я хочу, чтобы вы не переставали мечтать. Я хочу, чтобы вы не переставали радоваться жизни, и все задуманное у вас получалось. Что же касаемо меня, я недалеко от вас ушел, я тоже человек и желаю себе того же. Но плюс еще небольшое желание. Я хочу посетить как можно больше стран, снять там подобный контент и также его показать вам. Спасибо вам большое за просмотры. Я очень надеюсь, что вам понравились эти выпуски из Индонезии, и мы будем с вами чаще встречаться в других странах. На этом все. Спасибо за просмотр. Вас всех крепко обнимаю. Пока-пока. Хочу на Кубу, хочу на Кубу, хочу на Кубу.